Доброго времени суток гостям и подписчикам моего канала. Меня зовут Ирина Земская. И сегодня я хочу вас познакомить с таким маленьким малышом Купидончиком. Малыш в размере 15 сантиметров с его шевелюрой с такой. Вяжется несложно, легко. Без каркаса. Хотя можно каркас вставить в ручки, но можно обойтись и без него. Так же само каркаса нет в ножках. Но я сделаю каркас в ручках. Также у нас сердечко сейчас без стрелы. Я хочу сделать стрелу. Так, для создания такого купидончика, вот он, ушки, шевелюрка, улыбочка. Ну, такой простенький. Для создания такого купидона нам понадобится основная пряжа для тела. У меня ромашка. Так, ромашка. Это хлопок от Кирова. Цвет я не знаю. Вот, возможно, такой цвет. 5502. Потому что непонятно, где здесь цвет описан. Ничего не ясно. Поэтому берем любую пряжу, подходящую под цвет тела, да, светлый персик, песочная, или какую найдете, потому что не всегда она есть в наличии. Также само белую пряжу, тоже ромашка. Это нам надо будет для крылышек, для трусиков. От Пихорки такая детская новинка красного цвета для сердечка понадобится. Кто не знает, это акрил, 200 метров, 50 грамм. А ромашка у нас получается 320 метров на 75 грамм. И для шевелюры такой лотос травка стрейч от Камтекс, 80 метров, 50 грамм. Я использую белую, вы можете любую, какую захотите, да, не обязательно. Ну, мне захотелось беленькими вот сделать купидончика. Можно сделать его и рыжим, и брюнетом каким-нибудь. Все на ваш вкус, на ваше усмотрение. Также я буду вязать крючком 1,25. Подбираем крючок под пряжу. То, что пишут размеры, это одно, а бывает очень часто размеры не соответствуют крючку. Сейчас много этих крючков развелось. Также, конечно, куда без ножниц. Понадобятся ножницы. Нитки мулине. Цвет выбираем любой. Для вышивки бровей какой больше подойдет. Можно и светленьким, можно темненьким, без разницы. И вот я еще не уверена, из чего я буду до конца делать стрелу. Возможно, понадобится для обмотки проволоки тоже ниточка. Но если понадобится, это я буду вышивать брови, а это я обмотаю проволоку. Ну и также для стрелы, да, проволока и в каркас ручек. Хотя у меня бывает все меняется в процессе вязания. Могу хотеть, могу не хотеть вставить каркас. То же самое и вы можете делать. Также инструменты для проволоки. Иголочки разной длины. Длинные для утяжек, короткие для пришивания. Как всегда, клей-кристалл Момент
для приклеивания глазок. Глазки у меня будут 8 миллиметров. Вот такие. Но с цветом я еще не могу как бы сейчас говорить, да, каким цветом они будут. Возможно, я выберу другой цвет. Потому что как бы еще рано судить, какие глаза ему подойдут. А клеить, что попало, как бы я не буду. Я буду более-менее подбирать нужный цвет. Также нам понадобится пастель для тонировки щечек. Ну и, естественно, кисточка. И вот, как вы заметили, да, у меня здесь такая фурнитура для украшения. Можно пришивать, можно не пришивать, можно пришить любую фурнитуру, какая у вас есть. У меня вот такая, увы. Также фурнитура вот сердечки, возможно, пригодятся. Если пригодятся, то хорошо. Каким цветом, я тоже не знаю. Все это будет уже в процессе вязания, в процессе рождения купидончика будет ясно, чем украшать и как украшать. Ну вот и все по материалам, кажется, я все объяснила. Размер я сказала, да, 15 сантиметров. Стоит купидончик самостоятельно. Стоит хорошо. Получается он такой, как треног. И с помощью сердечка и его ножек он хорошо стоит. Ничего его никуда не перевешивает. Все прекрасно. Сердечко пришито к купидончику. И пришито здесь к трусикам, к ручкам. Здесь немножко, как бы так сказать, прихватила его. Ну все, трусики так же само. Они связаны отдельно. Ничего вывязывать не будем. Потом я их одела, на купидончике сшила. И немножко так же само, здесь нет, а вот именно по талии пришила, чтобы они не слетали с него. Так же самое сердечко тоже держится. К ним пришито. Ну вот, и, естественно, понадобится наполнитель. Куда же без него? Ну, кому интересно связать такого купидончика, добро пожаловать. Приступим к вязанию. Телесным цветом вяжем ручки. А я набираю 2 воздушные петли. Кто вяжет кольцо амигуруми, тот делает кольцо амигуруми. Так, во вторую от крючка провязываю 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затянули. Второй ряд. Возьму маркер, чтобы не сбиться, не потеряться. Провязываем 2 столбика. Один. Два. 2 прибавки. Одна и вторая. Снова 2 столбика. 1, 2,
В ряду у нас получается 8 столбиков. Дальше с 3 по 12 ряд вяжем 8 столбиков в ряду. Это получается, мы вяжем без изменений 10 рядов по 8 столбиков в ряду. Провязали 10 рядов по 8 столбиков. Теперь делаем соединительный столбик и закрепляем ниточку. Нить обрезаем, оставляя короткий конец. Длинная нам не нужна, ручки будут ввязываться. Вот ручка готова. Отрезаем проволоку. Я сняла с нее изоляцию, чтобы она потоньше была, и изолировала кончик изолентой. И вставляем ее в ручку. Проволока, как видите, длинноватая. Здесь 9 сантиметров проволоки. Таким же образом вяжем вторую руку. Также само нить обрезаем и вставляем каркас. Только здесь каркас у меня уже примерно 7 сантиметров, 6,5. Так, вот получается 2 ручки и каркас. Мы потом каркас этот соединим, и он пойдет в шею. Вяжем ручки, вставляем каркас, вяжем ноги телесным цветом. Я набираю 2 воздушные петли и во второй ряд крючка провязываю 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. Вяжем второй ряд. Во втором ряду вяжем без изменений 6 столбиков по кругу. Я еще кончик буду ввязывать. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Так, второй ряд готов. Во втором ряду у нас 6 столбиков. Третий ряд. В третьем ряду провязываем 1 столбик, прибавка, 2 столбика, 1, 2, прибавка, 1 столбик. Всего в ряду у нас получается 8 столбиков. Четвертый ряд. 8 столбиков без изменений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пятый ряд. В
В пятом ряду провязываем 2 столбика. 1, 2, прибавка, снова 2 столбика, прибавка, и заканчиваем ряд 2 столбиками. 1, 2. Пятый ряд готов. В ряду у нас 10 столбиков. Дальше 6, 7 и 8 ряд мы вяжем без изменений. 10 столбиков в ряду. Итого у нас получается, мы вяжем 3 ряда без изменений. Так, провязали 3 ряда. На первой ноге мы нить обрезаем, закрепляем, обрезаем. На второй ноге мы будем продолжать вязание, поэтому нить не обрезаем. Вот первая нога, я обрезала ниточку, короткий конец оставила, потому что мы будем сейчас ножки соединять и вязать дальше. На второй ноге ниточку не трогаю. Так, начинаем соединять ноги. Набираю 4 воздушные петли. 2, 3, 4. Берем вторую ногу и вяжем по второй ноге 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали 10 столбиков. Расправляем, смотрим, чтобы ровненько была наша цепочка из воздушных петель. И вот за одну полупетельку этой воздушной цепочки мы вяжем 4 столбика по этим воздушным петлям. 1, 2, 3, 4. Провязали. Теперь вяжем по первой ноге, на которой нить не обрезали. Провязываем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10-й столбик. Вот так. Провязали. И вяжем 2 столбика. Так, по воздушным петлям, вот оставшимся таким полупетельком. 1,
и 2. Вот так провязали. Ставим маркер. Любую контрастную ниточку. И все. Первый ряд соединительный у нас готов. Дальше вяжем второй ряд. Во втором ряду провязываем 2 столбика по воздушным петлям. 1, 2. По ноге вяжем 4 столбика. Так. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Прибавка. 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Прибавка. Провязали прибавку и заканчиваем ряд. Провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, провязали. Это у нас был второй ряд. Теперь вяжем третий ряд. В третьем и в четвертом ряду вяжем без изменений 30 столбиков в ряду. Получается 2 ряда вяжем по 30 столбиков. Так, провязали 2 ряда по 30 столбиков. Маркер у нас стоит посерединке, мы его пока не убираем, пусть стоит. Он нам не мешается, мы потом будем по нему равнять, ввязывать ручки. Так будет проще. Так, вяжем 5-й ряд. В 5-м ряду провязываем 4 столбика, прибавка. Повторяем 6 раз. 1, 2, 3, 4, прибавка. 1, 2, 3, 4, прибавка. И так до конца ряда. В ряду у нас должно получиться 36 столбиков. Провязали 5-й ряд. Дальше у нас будет с 6 по 15 ряд. Мы вяжем без изменений 36 столбиков в ряду. Это получается, мы вяжем 10 рядов ровно. Не прибавляя, ничего не убавляя. Так, встретимся в 16 ряду. Провязали 10 рядов. Теперь будем ввязывать руки. Я
с этих струк пока достану этот каркас, чтобы он не мешался при вязывании. И будем вязывать. Так, это у нас получается 16 ряд. Вот детальку я ровно так размещу. Маркер по спинке. Тоже равняем. Так, провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали 7 столбиков. Теперь берем руку. Ручки немножко будут заходить вперед. Чуть-чуть. Так легче будет потом сердечко держать. Поэтому, ну, главное, вот поровняйте маркер на спинке. Поровнее. 7 столбиков. И теперь вяжем 4 столбика по руке. Вот. Внутрь вставляем крючок. Изнутри наружу. По ручке. И теперь тело. И провязываем столбик. 1. Теперь опять рука, тело. 2. Рука, тело. 3. Рука, тело. 4. Ну вот, мы ввязали ручку. Вот так получается. Дальше только по телу вяжем 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Провязали. Берем вторую руку. И так же самое изнутри наружу. Рука, тело. 1. Рука, тело. 2. Рука, тело. 3. И рука, тело. 4. Провязали. Дальше только по телу вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Смотрим, что получилось. Ну, все ровненько. Так. Вяжем. Да, 17 ряд вяжем. 7 столбиков по телу. Маркер пока оставляем. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 столбика только по руке. 1, 2, 3, 4. Дальше вяжем 13 столбиков по телу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И 4 столбика только по руке. 1, 2, 3, 4. Дальше 8 столбиков по телу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 17 ряд готов. Вяжем 18 ряд. В 18 ряду провязываем 4 столбика, убавка, повторяем так 6 раз. 1, 2, 3, 4, убавка. 1, 2, 3, 4, убавка. И так до конца ряда. В ряду у нас должно получиться 30 столбиков. Так, провязали 18 ряд, я набила тело, каркас вставила, соединила и изолентой зафиксировала. Такой пузатик получается. Так, вяжем 19 ряд. Когда тело будете набивать, уделяйте внимание ногам, чтобы ноги были плотно набиты. Поплотнее. Так, вяжем 3 столбика, убавка. И так повторяем до конца ряда. Два, 3, убавка. Один, 2, 3, убавка. В ряду у нас должно получиться 24 столбика. Вяжем до конца ряда. Так, вяжем 20 ряд. В 20 ряду провязываем 2 столбика, убавка. Так повторяем 6 раз до конца ряда. 2 столбика, убавка.
2 столбика, убавка. В ряду у нас должно получиться 18 столбиков. Вяжем 21 ряд. В 21 ряду провязываем 1 столбик, убавка. И так повторяем 6 раз. 1 столбик, убавка. До конца ряда. В ряду у нас должно получиться 18 столбиков. Так, я донабила тело, потому что тут пустоты были. Вяжем 22, 23 и 24 ряд. Вяжем по 12 столбиков в ряду. То получается, мы вяжем 3 ряда без изменений. Это у нас будет шея. Провязали 3 ряда, делаем соединительный столбик, ниточку закрепляем, обрезаем, оставляем длинный конец для того, чтобы пришить потом в дальнейшем голову. Так. Все, маркер можно убрать. Тело наше готово. Вот такое тельце.